Уважаемые зрители моего канала, после целого ряда видео о том, как правильно владеть спортивным и охотничьим оружием в Германии, как получить охотничий билет и успешно сдать экзамен, я получил очень много комментариев и просьб подробно рассказать все о пневматике. Как ее можно купить в Германии, где и при каких условиях разрешено применять, с какого возраста допускается стрельба, как правильно хранить и перевозить такое оружие, а также какие ограничения и требования накладывает на него действующий немецкий закон. Именно об этом сегодня подробно поговорим, чтобы у вас было полное и правильное понимание всех правил владения пневматическим оружием в Германии. Когда речь заходит о пневматическом оружии, многие до сих пор воспринимают его как нечто несерьезное, почти как игрушку, которую можно купить без особых ограничений и использовать где угодно. Именно такое заблуждение чаще всего приводит к проблемам, потому что немецкое законодательство относится к пневматике вполне серьезно и считает ее одним из видов оружия. Да, приобрести ее действительно значительно проще, чем огнестрельное оружие, однако это вовсе не означает, что владелец освобождается от какой-либо ответственности. Сегодня мы подробно разберем, какие виды пневматического оружия существуют в Германии, кто имеет право его покупать, где можно стрелять, как его хранить, перевозить и каких ошибок стоит избегать, чтобы не столкнуться с неприятностями. Но перед этим я хотел бы разъяснить вам, для чего вообще нужна пневматика в моем понимании, как спортсмена, стрелка и охотника. Пневматическое оружие многие покупают не просто ради развлечений, как это часто принято считать. Прежде всего, это первый и сравнительно доступный инструмент для обучения безопасному обращению с оружием для начинающих. Отработкой базовых стрелковых техник, правильной стойки, удержания оружия, дыхания и спуска. Без необходимости сразу приобретать вам дорогостоящее огнестрельное оружие и проходить сложные разрешительные процедуры. Для многих стрелков пневматика становится первой ступенью перед спортивной или охотничьей стрельбой, а может быть даже и карьерой, позволяя выработать правильные навыки. А для опытных владельцев оружия это еще и прекрасная возможность регулярно поддерживать свою стрелковую форму, тренироваться дома или на стрельбище с минимальными затратами и при этом постоянно совершенствовать свои стрелковые навыки. А теперь давайте приступим к конкретике. Какое же оружие считается пневматическим? Согласно параграфу 1 Waffengesetz, немецкому закону об оружии, и приложению 1, пневматическое оружие относится к категории стрелкового оружия Schusswaffen, то есть устройств, предназначенных для спортивных, игровых или иных целей, при которых снаряд выбрасывается через ствол за счет энергии, сообщаемой ему не взрывом пороховых газов, а сжатым воздухом. Вот, например, такой баллончик СО2, который вставляется в пистолет, заряжается, и при помощи его шарик, вот такой стальной шарик калибра 4,5 мм выбрасывается из дула пистолета. Иными словами, с точки зрения немецкого права, пневматика – это не игрушка и не просто спортивный инвентарь, а полноценное стрелковое оружие, правовой статус которого определяется его конструктивной дульной энергией. Под понятие пневматического оружия в Германии попадают не только привычные многим переломки, пружинные винтовки. Вот, например, у меня такая переломка, она переламывается и за счет пружины вот так вот стреляет. Но и пистолеты, которые я уже показывал с баллончиком СО2. Современные системы предварительной подкачкой рукой. То есть на некоторых винтовках есть вот такое вот цевье, его вот так подкачивают или вот так вот переламывают. Вот, это называется предварительная подкачка. А также спортивные и матчевые модели для закачки компрессором. То есть существует такой насос-компрессор на соревнованиях, все закачивается и спортсмен идет выступать. Все это относится к пневматическому оружию. Также существуют еще некоторые разновидности Airsoft и Paintball оружия. Ну, Airsoft это легенькие пластмассовые шарики, обычно калибром 6 мм, а Paintball это вот люди бегают, играют в тактические игры, такие шарики покрупнее калибром с краской, то есть при попадании показывает, что вы попали. Так что же такое? Это самое главное понятие — дульная энергия пульки. Очень часто
потенциальные покупатели и владельцы пневматики слышат о лимите в 7,5 джоулей, но не понимают до конца, что означает на практике. Речь идет о дульной энергии пули, о той «пробивной» в кавычках силе, с которой она покидает ствол и будет воздействовать на цель. Рассчитывается она по простой физической формуле. Е равно mv квадрат на 2 и все это деленное на 2. Где Е – это энергия в джоулях, масса – это масса пули в килограммах, а В – это ее скорость в метрах в секунду. Самое главное понимать, что скорость здесь возводится в квадрат, а значит даже небольшое ее увеличение резко повышает мощность оружия. А также энергия зависит от массы пульки. Или же вот у нас пульки есть, они существуют двух калибров, это 4,5 мм и 5,5 мм, основные калибры для пневматики. Или же вот у нас такие шарики СО2, как я уже показывал. А также энергия зависит, как я уже говорил, от массы пульки. Если, например, калибр 5,5 мм составляет масса пульки 1,1 грамм, и это больше, чем масса пульки калибра 4,5 в 2 раза. И энергия возрастет, соответственно, в 2 раза. Именно поэтому немецкий закон так строго относится к лимиту в 7,5 джоулей. Пока оружие не превышает этот предел и имеет маркировку F, оно считается свободным для покупки с 18 лет. Но как только мощность становится выше, такое оружие уже переходит в другую юридическую категорию и требует официального разрешения, так как становится уже более опасным при применении и может принести уже более серьезные травмы вплоть до смертельного исхода. Я, конечно, понимаю, что сейчас могут возникнуть возражения, типа, что и слабой винтовкой до 7,5 джоулей и калибром 4,5 мм можно попасть в глаз и нанести также смертельную травму. Но вот так вот работает оружейный закон в Германии, который, кстати, уже очень долгое время не менялся. Так что означает маркировка F? Если вы покупаете пневматическое оружие в Германии, первое, на что необходимо вам обратить, это маркировка в виде буквы F внутри пятиугольника. Этот знак означает, что оружие сертифицировано для свободной продажи гражданским лицам старше 18 лет, и его энергия не превышает установленный законом предел в 7,5 джоулей. Именно эта маркировка является главным подтверждением того, что оружие не требует получения специального разрешения или регистрации. Вот здесь у меня, я покажу чуть ближе, стоит вот эта такая буква F в пятиугольнике, стоит калибр, номер, что это оружие продается свободно, промаркировано, без каких-либо ограничений специальных документов. Покупка пневматического оружия с маркировкой F, то есть до 7,5 джоулей в Германии, разрешена исключительно с 18 лет, и для этого не требуется охотничий билет, ни членство в стрелковом клубе, ни получение каких-либо оружейных лицензий. Однако несовершеннолетние все же могут заниматься стрельбой в рамках спортивных секций, спортивных клубов или официальных стрельбищ и тиров. Если занятия, конечно же, проходят под контролем сертифицированных тренеров. То есть, для того, чтобы купить вам, вкратце скажу, вот такую винтовку, вам не нужно никаких документов, кроме удостоверения личности, где вы должны подтвердить, что вам имеется 18 лет. Все, больше никаких документов не нужно. Вы можете купить такое оружие в любом оружейном магазине. Какие калибры разрешены? Многие ошибочно полагают, что закон ограничивает владельцев определенными калибрами. Однако на практике решающим фактором является не диаметр пули, а все та же энергия, мощность оружия. Наиболее распространенным являются калибры 4,5 и 5,5 мм. Однако встречаются и более крупные варианты. Если энергия оружия остается в пределах 7,5 джоулей и присутствует все та же маркировка F, такой экземпляр считается законным для свободного владения. Один из самых распространенных вопросов – можно ли носить пневматику с собой? И именно здесь владельцы пневматического оружия чаще всего допускают опасные ошибки. Несмотря на свободную продажу, и это оружие нельзя просто положить в рюкзак, носить в кобуре или хранить заряженным в автомобиле, так, чтобы его можно было мгновенно использовать для самообороны, например. Немецкий закон рассматривает это как ношение оружия, а свободное ношение даже обычной пневматики в общественных местах запрещено без специального разрешения, которое практически невозможно получить
гражданским лицам. Так что использовать пневматику для целей самообороны категорически запрещено законом. Так как же правильно перевозить пневматическое оружие? Вот вы купили его в магазине. Для того, чтобы его перевозить, из магазина можно с чеком везти в коробке. А дальше для законной транспортировки требуется соблюдение нескольких обязательных условий. Оружие должно быть полностью разряжено, то есть там не должно быть пулек, всяких баллончиков, курки спущены. Также оно должно быть помещено в закрытый кейс или чехол. Кроме того, сама перевозка должна иметь логичную конечную цель. Например, поездку на стрельбище, в оружейный магазин или же в оружейную мастерскую. Ну и, естественно, домой после тренировки. Простое бесцельное перемещение оружия по городу почти всегда вызывает вопросы у полиции. И теперь один из самых ключевых важных вопросов. Где можно стрелять? Самым безопасным и юридически чистым вариантом остается официальное стрельбище – шиш-штанд, где соблюдены все требования безопасности. На собственной частной территории стрельба допускается только при условии, что пуля физически не сможет покинуть ваш участок, а направление стрельбы и пулеулавливатель полностью исключает любой риск. То есть вы вот на своем грюнштуке ставите пулеулавливатель, или же какой-то сарай, у вас какая-то стена, и вы физически не даете возможность покинуть пульки пределы вашего участка. Да, тогда это разрешено. И то, если сосед, к примеру, не пожалуется, не вызовет полицию, здесь уже, так сказать, на усмотрение полицейских все будет дальше происходить. Категорически запрещена стрельба в лесу, в общественном парке, в поле, на пустырях и других открытых общественных местах, даже если вокруг вас никого нет и вы никому не угрожаете и не мешаете. Как хранить вашу пневматическую винтовку или же пистолет дома? Хотя свободная пневматика не требует обязательного сертифицированного сейфа, владелец обязан обеспечить хранение, полностью исключающее доступ посторонних лиц, особенно маленьких детей. Это означает, что оружие не должно лежать открыто или оставаться без контроля. В случае нарушения ответственность всегда несет владелец, даже если доступ к оружию получил кто-то другой. А сейчас провокационная тема. Усиление пневматики за счет смены заводской пружины и почему этого делать нельзя. Некоторые владельцы пытаются увеличить мощность своей винтовки или же пистолета, считая это безобидной технической доработкой. Однако именно здесь начинаются самые серьезные юридические риски, если после вмешательства энергия оружия превысит разрешенный предел в 7,5 джоулей. Оно автоматически переходит в другую правовую категорию и требует уже полноценного разрешения на владение, а его хранение без такого разрешения может квалифицироваться как уголовное нарушение. Да, может ничего не произойти, и никто об этом никогда не узнает, но пока не наступили какие-либо правовые и юридические последствия. А затем начинается следствие, замеры, экспертизы, и правда всегда всплывает на поверхность. Ну и под конец главное заблуждение новичков при владении пневматическим оружием. Это заблуждение заключается в том, что люди продолжают относиться к пневматике как к игрушке, хотя немецкая оружейная культура строится на совершенно другом подходе. Здесь любое оружие требует дисциплины, уважения к закону и понимания личной ответственности. И именно такой подход отличает грамотного владельца от человека, который рано или поздно обязательно столкнется с проблемами. И в заключении, если вы только планируете приобрести свою первую пневматику в Германии, то начните не с выбора модели или калибра, а с изучения закона. Правильное понимание правил хранения, перевозки и использования гораздо важнее, чем бренд или же калибр. Потому что именно это делает человека не просто владельцем оружия, а ответственным и культурным стрелком, который получает удовольствие от спорта и никогда не создает проблем ни себе, ни окружающим. Если вам было интересно и материал оказался полезным, ставьте лайки, приветствуются конструктивные комментарии и вопросы. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет еще много полезной информации и новых видео об охоте, оружии и практическом опыте их применения. До новых встреч!